Тут же в Тармине отдыхает какой-то Настя Илеев какой-то. Ну вот тут. Я не знаю, кто это такой. Если вы знаете такого человека, напишите в комментарии. Ой, видите, Тармина. Какой-то баланду ест. Пляж Джардини Наксос расположен на побережье одноименного города, в восточной части острова Сицилия. Благодаря обилию солнца, чистоте моря и прекрасному сервису, курорт Джардини Наксос, расположенный между двумя живописными мысами, считается одним из лучших мест для отдыха. Этот город на карте находится совсем близко к Тармине, известный своими роскошными отелями и бурной ночной жизнью, куда все чаще приезжают большими компаниями или всей семьей за отличным ярким отдыхом, спортивными развлечениями и клубными вечеринками, проходящими под ночным небом Сицилии. Спасибо, бот Максим, что прочитал нам никому не нужный текст из интернета. А дальше я скажу от себя. Да, это прекрасный, без сомнения, город. Да, там очень милый, и можно на 100% сказать, что он олицетворяет Италию, а еще больше Сицилию. Но мне этот город показался, очень сильно скучным. Конечно, итальянские пляжи ни в какое сравнение не идут с испанскими, где действительно много молодежи, где действительно играет крутая электронная музыка и кипит ночная жизнь. Меня постоянно не покидало ощущение, что я приехал скорее к бабушке в деревню, где друг к другу в гости ходят с пиццей другие бабушки и поют непонятные песни на итальянском языке. И только ценное наличие моря возвращало меня на землю. Все настолько семейно, мило и медлительно, что хочется просто сесть на берегу моря, никуда не бежать, с чашечкой кофе и просто смотреть на волны. Потому что купаться в море не очень-то и просто. Там очень острые камни и очень много рыбы и каких-то мелких крабов, которых я, кстати, пытался словить, плавая с маской. В итоге эта охота закончилась тем, что какой-то злой краб укусил меня за жопу. В общем, если вы любите такой отдых, то welcome. Но для меня даже отель в Турции оказался бы более интересным отдыхом. Ну уже извините меня, я не зажрался, там не подумайте, просто я делюсь с вами своей искренностью. Только и всего. Короче, доброй ночи. Сейчас мы хотим попасть в Тармину, именно в центр, самый дорогой, самый красивый город. Вот, мы попробовали туда пойти пешком, но не смогли туда подняться, потому что подъем настолько большой, что даже ногами очень сложно туда подняться. Постоянно по этим серпантинам ездят машины, везде кактусы, злые котики. Поэтому мы все-таки приняли решение, раз у нас есть тачка, взять ее и попробовать туда подняться. 3 километра и где-то километр над уровнем моря, представляете? Короче, сейчас попробуем этот жесткий трюк сделать и отправиться в это путешествие. И посмотрите, там находится вот этот город, насколько он высоко. И мы сейчас едем по береговой линии, начинаем подниматься в горы. Это вообще очень дико, потому что будет закладывать уши и все остальное. Значит, суть в том, что в обед и с утра тут все закрыто. Но как только начинает после вечером начинает все, короче, открываться. И кафешки, и магазины. Вот. И в основном город, насколько я понимаю, он живет вечером и ночью. Hello. Hello. How much cost? Okay. Eine Stunde 2 Euro. Eine Stunde 2 Euro. Okay. 2 Stunden 6 Euro. Und dann jede Stunde 1 Euro. Мы выходим из парковки, и уже начинается, короче, какая-то дичь. Ну, пойдем наверх туда. Улица пешеходная, видите, специально сделана для того, чтобы люди просто гуляли и кайфовали.
200 метров над уровнем моря, как тут очень-очень лакшери люди какие-то, в Дольче Габбана и так далее и тому подобное. Это просто удивительно. Конечно, тут, да, вечерние платья, бабушки, пенсионерки в неплохом финансовом состоянии. Ну и, конечно же, обиженная жена олигархов тоже присутствует, 100%. В общем, вот этот дед белобрысый, это такой среднестатистический житель. Видите, в каких он босоножках? Ну, в общем, ладно. Филипп Плейн у него босоножки, ребята, наверное, ну, где-то за косарем, так, на скидке взял. Как тебе за крабик за 18 евро устраивает? Это ночной горшок какой-то там стоит. Или символ Сицилии, это, короче, горгора, ну и горгона в Венеру сложенная, знаете, в 90-х обычно складывали так люди. С этим городом. Это исторический город, в котором жители, когда осознали вообще всю силу капитализма, просто продали свои квартиры различным там Дольче Габбана и так далее, различным лавочкам, и просто съехали в неизвестном направлении и стригут бабло, и очень, кстати, неплохое. Ох, сколько наш отель за 6 ночей? Апартаменты наши простые абсолютно. Сколько стоит? 550 евро стоит не тут на горе очень все дорого, а именно внизу, там, где самая гадкая ситуация. Нет, там на море. Ну там на море, да, но они не любят на море. То есть вот такая ситуация, тут только 2-3 этажи жилые, а внизу все занимаются всем, чем могут, короче. Так мы... Фактическая хрюшка. Это, кстати, самая узкая улица после Пражской. Я вот что подумал, если ты, к примеру, Янукович, и ты в своей стране натворил там делов. Кстати, если ты успел убежать, ты запросто можешь скрыться в какой-нибудь из тех деревушек, которые находятся километром выше, спокойно выращивать себе хурму, а на выходных просто спускаться сюда, выпить чашечку кофе. И я тебе точно обещаю, что тебя никто никогда не нарисует, не срисует, кто ты вообще такой. Это просто удивительно хреново, я хочу сказать. Так мы должны были тоже жить. Я вот вам открою секрет. Но у кого спросить, почему мы так не живем? Вот скажите, напишите в комментариях, у кого нужно спрашивать, почему мы так не живем? Почему нет таких чистых улочек, убранных, подсвеченных, брендовых магазинов, по которым можно ходить свободное от работы или учебы время? Если ты хочешь посмотреть, как нас надурили на 300 евро с арендой машины, кликни вот по этому видео, и там будет просто жесть. Да, на самом деле путешествовать очень прикольно на машине. Вот сегодня плохая погода, мы не в море, мы решили съездить в супермаркет за 9 километров от нашего, так сказать, дома. И на самом деле посмотреть, как люди живут, очень прикольно. Горы, ну, куча говна вокруг, в принципе, тоже, как и везде. Но, знаете, на другое говно, отличающееся от твоего, которое у тебя дома. То есть смотреть тоже интересно, я вот вам что хочу сказать. Да, кстати, тут какие-то замки, достопримечательности видны, но наша задача сейчас купить
купить пожрать, потому что есть вероятность нам, к сожалению, без еды долго не протянуть. Ну, вот такая дорога интересная, смотрите, там поля колхозные, ну, колхозы всякие засеянные. Растут кактусы очень вкусные, растет лимон, растут мандарины, растут оливки. То есть все, что съедобно, действительно. Бананы не растут, очень холодно для бананов. Вот, ну, очень интересно смотреть. На самом деле Италия, она интересная страна. И аграрная, и, ну, много чего интересного. Несмотря на что дизель, как бы, ну, 7 километров он ест. Вот так, смотрите, какая-то обычная провинциальная деревушка. Въезжаем сейчас. Ну, вот так вот она выглядит, двухэтажная. На самом-то деле, большинство из этих домов, вернее, большинство из этих мест, они еще были там 700 лет до нашей эры. Представляете, 7 веков до нашей эры, 6 веков до нашей эры, римлянами, карфагенцами. То есть вот то, что вы видите, вот это все старое, это не просто так. То есть тут живут предки, ну, то есть вот тех самых римлян, ну, потомки, да, то есть, которые очень много чего помнят. Например, та деревня, в которую мы сегодня поедем, то есть там в 47 году не было работы, и один из челиков, в общем, сделал там кафе и поставил большой член для того, чтобы ограждать себя от сглаза. На самом деле все сицилийцы очень боятся сглаза, и они для того, чтобы себя оградить, они постоянно держатся за свой член. И если вы будете когда-нибудь в Сицилии, вы это заметите, потому что большинство сицилианцев, мужиков, они ненароком пытаются себя потрогать. MCM, I'm not talking about crush. Back on me, I don't mean to be blunt. Stay low, keep it all in the tuck. Telling stories, yeah, your life is a crutch. Hey, you been lying, you been... Опа! Купили тележку. Ай, тапок забыли. Понимали, короче, вот бутылка такого миндального вина стоит наверху в горах 12 евро. Тут 1,99. Знаете, мне будет очень сложно вас чем-то удивить, если честно. Просто, ну, то есть тут цены либо дешевле, либо такие же, как на нашей родине. Но если бы вы знали, какие тут зарплаты и пенсии, то я думаю, что вы бы удивились. А вот это я могу возле дома нарвать, я вам хочу сказать. В общем, большинство из того, что тут продается, оно растет прямо у тебя возле дома. Вот. Ну, естественно, все свежее, все настоящее, все без пестицидов. Ну вот, к примеру, вино 1,59 евро. Ну, если кто пьет, я думаю, что стоит сюда приезжать. Сколько у нас обычно такой хамон стоит? По 5 евро, короче. Тут рубль 89. Всего лишь навсего. Плюс еще могут в магазине нарезать прямо при тебе. Тунец. Вот, смотрите. Евро 99, большой такой. Вот. Тут 3 штуки в них. Вот это круто. Смотрите, любая говядина, какая ты хочешь, до стейков. Вон, сколько она стоит. Да, у нас тоже такая, кстати, скотина. Скотина. Смотрите, какие пельмени с рикоттой. Пельмешки. Вот бы нам такие пельмешки. С твердых сортов пшеницы-то, а? С равиоли, с сыром, с грибами галлюциногенными. Давай скорее с грибами. всего. Давай. Блин, сыр тут вообще дешевый. Смотри, рубль 39. Ну, смотри, это ж бри, блин. Это бри, понимаете? Вот это большая моцарелла, гляньте. Это вообще Смотри, вот круто. это с перцем, вот такие я брала. А это с чем? Ну все, погнали. По-моему, это уже перебор, как вы думаете вообще? Так, надо попытаться, ну, понять как бы логику. Значит, мусорка, ботинок, шурупы, плед, чипсы, вино. Очень сложно. Малыш. Так, сейчас важно посмотреть, дорого ли тут быть котом. В принципе, довольно-таки дешево. Да, масло оливковое стоит 65 евро. Если захотите делать бизнес, приезжайте сюда, скупайте. Если сможете вывести, вы сможете на родине подняться. Достаточно неплохо. Будет крайне интересно, сколько это все стоит.
В общем, перед вами едет 80 евро. Итак, 80 евро сейчас в нашем багажнике. Ну, как вы считаете, день мы проживем? На самом-то деле, просто удивительно, то, что цены тут реально дешевле, а зарплаты, бля, намного... Лимоны, поглянь, просто глянь. Сейчас я поднесу. Погляньте, что там растет. Челики, гляньте. О май гад. Офигеть. Хочу напомнить, что мы находимся в отпуске, в отдыхе в солнечной Сицилии, в Италии. Очень хорошо отдыхается, я бы сказал. Отличные пляжи, отличное море. Машина уже плавает, машина уже отдыхает. Вот, в общем, получается вот такой вот салатик. В общем, настоящая итальянская пицца. Челики, я не знаю, короче, что сказать. Мы не смогли все-таки заехать на эту скалу, которая находится вон там, потому что опасность камнепада, во-первых. Во-вторых, короче, гляньте, какой офигенный вид. Не знаю, но этого просто не передать, но тут офигеннейший вид. Вы видите? Вот, короче, наша тачка. Мы еле... Притом, когда поднимаешься настолько высоко, что тачка захлебывается. Вот от нехватки воздуха. И уши полностью... Это крест в Кастельморе? Наверное. И, короче, суть в том, что это частная территория. Тут нельзя ни становиться, ничего. Вот под этим деревом мы стоим. Мы уже третий вечер пытаемся подняться в эту Кастельмолу, эту древнюю 700 лет до нашей эры деревеньку. Пиздец, я сначала думал, что это яблоки, а это хурма. Челы, гляньте, зеленая хурма. Короче, варит мак, насколько я понял. Варит мак наверху. Короче, ты поднимаешься целый час, и наверху происходит такая движуха. Вот только гляньте. Это реально того стоило. Вы гляньте, какой пиздец. Обалдеть. Тут не видно, короче, половины того, что должно было быть видно, потому что ночь. Но это просто дичь. Тут, короче, люди живут, приколите. Кастельмоле. Вот это офигеть просто, какой древний город. Вы даже себе представить не можете. Нас тогда еще даже не существовало. Местные жители тут, представляете, живут. Вот это муниципальная полиция, которая просто ходит, со всеми прекрасно беседует. Вот, она не спрашивает, заплатили ли вы в этом квартале налоги. Она просто беседует о пицце, о вине и о всяком таком людском, так сказать. Короче, эта входная арка датируется 900 годом до нашей эры. Короче, в Италии заведено на людей, которые ушли из жизни, видите, вешать такие... Да, это как некролог, да. Там Африка. Вот мы сейчас стоим, вот это Сицилия, а там, короче, Африка в море. Ну, тут сложно будет видно, но там такая
Ну, камера тут не передает. Да. Вот, короче, Сицилия. А там Африка. Я бы вам, честно говоря, не рекомендовал ехать в Giardini Naxos, потому что это отдых, который был, наверное, популярен где-то в 40-х, после войны. Тут, понимаете, либо все уже сдохло, либо еще до конца не начиналось. Дискотеки с хитами, блядь, 2000-х, это единственное, что может вам предложить этот курорт. Красивые виды, да, есть горы, да, прекрасная природа, да, короче. Вы можете классно покататься на серпантинах, но я бы все-таки, если бы выбирал либо Сицилия, либо Испанию, я бы выбрал Испанию. Вот, потому что там все более развито. Или даже Кипр тот же самый. Тут, блядь, деревня. Единственное, когда бы я вам порекомендовал, это на Ибицу. Но Ибица находится в Испании. Поэтому, в принципе, все дороги ведут туда. Да, или на Майорку, или на Зыбицкую, на худой конец. Но не сюда 100%. Вот, быстрые дороги. Платные. Проехали мы 20 километров и 7 минут стоим в очереди. Возникает вопрос, в чем тогда смысл? Если каждые 20 километров будут вот так вот оплачивать, там, по 2 евро, это тогда будет дичь вообще. Готов сейчас буйвола съесть. Кусок пиццы стоит 4,5 евро, очень хотим есть, ничего другого нету. Ох, вчера, друзья, мы сделали больше 200 километров по этому острову, по серпантинам. Это мы были очень вымотанные. Но посмотрите, куда мы попали. Обалдеть. Вот это настоящее море. Там настоящее солнце. И там настоящие волны, обалденный песок. И это скала Дей-Турки. То есть там находится очень важная достопримечательность. Мы с вами ее посмотрим. Посмотрите, насколько классно тут сидеть, попивать кофе. Тут рядом Camp Point. Мы вот в гестхаусе остановились. Гостевой дом. Там довольно-таки неплохие завтраки. Но мы всего лишь один день. Один день. То есть сегодня уже, сейчас мы из него уже уезжаем. То есть ночью приехали, сейчас уезжаем. И сегодня же мы еще побываем еще в одном городе, где посетим долину храмов. И после этого, опять же, сегодня мы переезжаем на следующий курорт, где мы будем уже продолжать отдыхать. Но посмотрите, насколько круто. И самое что интересное, что вот этот гестхаус, его хозяева, это наши белорусы, наши соотечественники. Так что вот. А я пока посижу, попью кофе. Для того, чтобы вы понимали, в среднем проживание в таком вот типа гестхаусе стоит 60-70 евро. Это просто проживание без ежедневных расходов на топливо, бензин и так далее. То есть поездка выходит довольно-таки, ну, то есть накладная по деньгам, но эмоции, понимаете. Мы же живем последний раз, тем более, блядь, я 3 года нигде не путешествовал, и я думаю, оно того стоит. Оно всегда окупится, я уже это чувствую. Так, в общем, выглядят торговые центры в Италии. В принципе, как и у нас. Только вопрос в том, что это в какой-то деревне, блядь, торговый центр, чтобы вы понимали. Тут вообще с едой очень нехорошо. В основном продается вот такой вот отстой, а в обед все закрыты на сиесту. То, что тут вообще оказался Бургер Кинг, это просто удача. Потому что в действительности нормально пожрать, как у нас пообедать,
невозможно. Все люди жрут или какие-то булки, или какой-то отстой непонятный. Ну, такие тосты и так далее. То есть реально все закрываются просто. Единственное, можно только поужинать вечером, понимаете? Вот и все. Притом, если вы путешествуете, даже заправить тачку, вот мы сейчас пытались заправить тачку, автомат съел наши деньги и не заправил. Пока мы там решали этот вопрос, в общем, итальянцы все, они берут деньги, но если какой-то вопрос решать, блядь, он, конечно, решится, но ты на него тратишь очень много времени. Люди, в принципе, все приветливые, нормальные. Вот. Но страна, ну, для меня лично она сложная для жизни. Притом Италия это абсолютно как бы не отсталая страна. Она, понимаете, вот смысл в том, что ее традиции, ее культура и ее религиозные особенности, они подтормаживают развитие и развитое, и отсталое одновременно. Я не знаю, как это объяснить, ребята. Притом нельзя сказать, что пицца настолько уж вкусная на Сицилии, она толстая. Кофе ничего. Ну, чтоб такого что-то, я бы не сказал. Когда ты приезжаешь в столицу любого государства, ты думаешь, что там будет вообще красота. Ну, как Москва, или Питер, или Киев, или Минск. Но вот это Палермо, это столица этого острова, Сицилия. И ты тут видишь вот что в центре. Вот. Вот это все, это центр, блядь. А ответ этому очень простой. Во-первых, тут мафия, ну это ладно. А во-вторых, этот город был полностью уничтожен во времена Второй мировой войны и так, в принципе, не отстроился. Поэтому вы будете видеть вот такую красоту. Да, тут, конечно, остались разные там достопримечательности, но самой большой достопримечательностью, которой я вот тут удивляюсь, это, конечно, мусор. Это, конечно, объясняет то, что это один из самых бедных регионов вообще Италии. И сюда приезжает очень много беженцев. Но, честно говоря, еще чем я удивлен, что более неорганизованного дорожного движения я просто не встречал. Все едут просто как хотят, как могут. Знаков нету, светофоров не сыскать. Короче, помеха справа, ты не понимаешь, вообще это равнозначная или второстепенная дорога, на которой ты едешь. Ну просто дичь, честно, я вам хочу сказать. Я пару раз не въебался, меня там обгоняют, меня хуесосят. В общем, ну вот такой город, ничего не сделаешь. И вот при этом всем, вот при этой нищете, ты можешь видеть, что там где-то вдалеке стоит одинокий белый Мазерати. Притом, очень интересно то, что вы можете не бояться, потому что мафия вам ничего не сделает, потому что она в правительстве, в медицине, она в парламенте. Но вот если вы ведете тут дела и не заплатили, к примеру, как в 90-х, какую-то дань, просто ваш магазин могут спалить. Вот и все. К слову, стоит напомнить, что остров Сицилия является самым религиозным местом не только Италии, но не побоюсь этого слова, всей старой Европы. То, как у итальянцев принято чтить память умерших, может поразить любого туриста, вне зависимости от религиозных взглядов. Чего стоит только одно монументальное кладбище Милана, где нашли свое последнее пристанище Джузеппе Верди, Герман Эйнштейн, отец знаменитого Альберта Эйнштейна, и не только огромное количество итальянских знаменитостей, но и советских композиторов и лауреатов Нобелевской премии, на перечисление которых не хватит времени этого видео. На само кладбище, кстати, у нас было всего 5 минут. Мне удалось на него взглянуть, но, к сожалению, из-за нехватки времени не удалось вам его заснять и показать. О чем я, конечно же, жалею. Ну, мы просто очень опаздывали на самолет. Ну ладно, в Милан мы еще заедем с вами на обратном пути, а пока я хотел бы показать вам одно из величайших памятников Палермо, а именно катакомбы капуцинов. Это погребальные катакомбы расположены в центре Палермо на Сицилии, в котором в открытом виде покоятся останки более 8000 человек, местной элиты и выдающихся граждан, духовенства, аристократии и представителей различных профессий. Это одна из самых знаменитых выставок мумий, скелетированные, мумифицированные, забальзамированные тела усопших лежат, стоят, висят и образуют композиции. Они просто вот со всех сторон на тебя смотрят.
Очень жуткое место. Поскорее хочется отсюда убраться. И о многом задумываешься, кстати. Ох. Там имеются даже целые тематические коридоры, которые включают коридор монахов, мужчин, детей, девственниц, профессионалов и так далее. И вплоть до 1739 года разрешение на погребение в катакомбах выдавали архиепископы. В 17 и 19 веках катакомбы капуцинов стали престижным кладбищем для духовных лиц, дворянских и буржуазных семей Палермо. Катакомбы капуцинов были официально закрыты для погребения только в 1882 году. За 3 века в этом своеобразном кладбище было захоронено около 8000 жителей Палермо, духовенства, монахов и мирян, и после 1880 года по исключительным прошениям в катакомбах были подхоронены еще несколько усопших. Вся суть в том, что уже в 17 веке выяснилось, что особенность почв и атмосферы катакомб капуцинов препятствует разложению тел. Основным методом приготовления тел к размещению в катакомбах стало высушивание их в специальных камерах коллатио в течение 8 месяцев. После этого мумифицированные останки омывали уксусом, облачали в лучшие одежды, иногда согласно завещаниям, тела переодевали несколько раз в год и помещали непосредственно в катакомбах. Некоторые тела помещались в гробы, но в большинстве случаев тела вывешивали, выставляли или укладывали в открытом виде в нишах или на полках вдоль стен. После официального закрытия катакомб в 1881 году здесь были погребены еще несколько человек, останки которых были забальзамированы. Самая последняя здесь была погребена Розалия Ломбарди, умерла на 6 декабря 1920 года в возрасте всего 2 лет. Проводивший бальзамирование доктор Альфредо Салафия так и не открыл секрета захоронения тел. В настоящее же время секрет состава открыт итальянскими учеными по изучению бальзамирования. Найден дневник Альфредо, в котором он описал состав. Это был формалин, спирт, глицерин, соли цинка и салициловая кислота. Смесь подавалась под давлением через артерию и расходилась по кровеносным сосудам по телу. В результате оставались нетленными не только мягкие ткани лица девочки, но и глазные яблоки, ресницы и волосы. Конечно, это очень старое заведение, наверное, 16 века. Вот тут, видите, даже свадьбу какую-то прямо возле этого кладбища проводят. Ну, в общем, ощущения очень странные, честно. Просто это же все люди, понимаете? Там еще пахнет так. Ладно. Короче, столица совершенно не выглядит как столица. Вот в Палермо есть несколько достопримечательностей. Это вот кафедральный собор. Вот такой вот. Много мусора. Много каких-то недостроенных зданий и общежитий. И все. Короче, у них настолько просто пофиг на этот костел, что они пристроили к нему вот это общежитие. Вот. Ой, бля. Знаете, даже вот не хочется в этом городе оставаться. То есть, ну, ничего интересного тут нету, реально, блядь. Это столица притом. Даже, видите, Иисус прищуривается и говорит: да не, нечего тут делать. Давай, брат, валяй отсюда. Вещи тут по-простому выкидывают из окон. Просто выкидывают из окон. Это жесть. Бля, я встал говно. В этом городе говно просто валяется. Собаки... Ну, ай. Бля. Гляньте, я нашел финики. Вау, сейчас обязательно сорвем. Оба. Вот как они выглядят в реале. Вот, насколько я понимаю, центральная площадь соседствует вот с такими вот хрущевками ужасными. Ну, вот такая особенность. Такая особенность этого города. Мне он ужасно не нравится. Блин, несмотря на то, что мы в столице, несмотря на то, что мы в Италии, мы до сих пор не встретили ни одной Феррари и Ламборгини. Блин, а где они реально находятся? Вот я не понимаю. Если не в Италии, то где? Просто дичь. В основном одно вот какое-то рожно, просто колхозное.
вам Палермо, вот оно. Бля, столько много напрягов, если честно. Сейчас надо бежать обратно на ту парковку, потому что она закрывается в 7:30. А оставлять где-то тут машину, ну, не хочется. И это просто дичь какой-то. Нет никакого настроения, честно говоря. Смотрите, это еще конченый дождь. Ну ладно, сейчас, короче, пойдем переставим машину на другую парковку. И уже потом сможем нормально пойти и зайти в собор, блядь. Вот такой город, пиздец. В этом городе очень много попрошаек, прямо вот таких. И особенно чувствуется именно вот какая-то нищета, что ли, я не знаю. Вот смотрите, главный собор и вот такой дом. Ну, можно было хотя бы тут и реставрировать, но денег, видимо, не хватилось, и все пошло по мафии. Бачка заправляет машины. Или сама заправляется, кто его знает. Особым нюансом являются парковки. Я не понимаю, где они платные, где они бесплатные. Но вот мы нашли городскую парковку, мы там запарковали машину 1 час 3 евро. И она, представляете, закрывается вот буквально через полчаса, то есть 7:30. Если ты не заберешь тачку до этого времени, она останется там до самого утра. А получить тут штраф за неправильную парковку просто запросто. А самое, что более интересное, что парковщик взял мои ключи. Я ему отдал, получается, ключи, и он перепарковал мою тачку с того места, где я запарковался. Я не понимаю, какой смысл вообще брать ключи и перепарковывать, блин, мою машину, которую я уже запарковал. Я вот не понимаю. И таких вещей, ну, как бы, необъяснимых, тут просто куча. И парковка закрывается в 7:30, блядь. Это вообще жесть. Ну, как так? Поэтому я не особо рекомендую вам, как путешественникам, это место для посещения. Вы ничего не потеряете, ничего не приобретете. Всем привет, короче, сейчас мы находимся в долине храмов. Короче, тут место, где старинные храмы всей Сицилии, которые еле-еле сохранились. Сейчас мы будем с вами их смотреть. Вот, и для этого мы взяли вот такой вот шаттл, сейчас вам покажу, который провезет нас. Не надо будет идти 2 километра, он просто нас провезет по этой всей долине для того, чтобы увидеть все достопримечательности. Но самое что интересное, что вон там вот в этой беседке сидят какая-то сицилийская мафия, которая посмотрела на мою селфи-палку и на мой телефон сказала: не, братан, с этой херней нельзя. Я говорю: братан, это не оружие, это просто обыкновенная селфи-палка. Вот, короче, они даже определяют тут вообще, можешь ты ехать или нет. Посещение на 2 персон 24 евро. Получается, вот оно, вот этот храм, вот эта стена, которая вот сейчас идет, вот вы сейчас видите, вот, и это все защищало город, вот она идет, вот как оно выглядело в 1800 каком-то веке, видите, что внутри. Короче, вот это местное заседание верховного лидера, архиепископа, ну, типа как президента, вот он ютился вот в этой каморке
ну где-то, наверное, 20 квадратных метров, как хрущевочка такая. Где у него баня, где там девочки, где они ютились. В общем, они все приплывали вот оттуда с моря и сразу сюда тусоваться шли. Челики, короче, если вы любите античный Грецию, Рим и так далее, то стоит сюда прийти, 12 евро. Открывается красивейший вид на долину. Тут очень большое количество храмов, куча историй до нашей эры, 700 лет до нашей эры. Вот мы купили такую книгу, дома в самолете изучать. Ну, в общем, тут просто нужно гулять и наслаждаться всеми этими оливковыми деревьями и так далее и тому подобное. Тут реально очень красиво. Ну, в конце-то, ну... Короче, в общем, ребята, пилили мы сейчас с Агриджента 150 км в час на вот той малышке. В общем, это тоже гестхаус, он вообще дешевле всех, 5 минут от моря, но он просто обалденный. Он просто, пока мы его не засрали, ну вот просто покажи, какие. Вот ванная, вот спальня и вот кухня. А теперь посмотрите самое офигенное. Это на мою спину. Вот напишите в комментариях, что это за узор у меня вообще солнце написало на спине. Просто я настолько обгорел, хотя я мазался. Значит, ребята, короче, сейчас мы вам покажем, какую офигенную виллу мы приехали. Блин, это солнце, я вчера сгорел, но это того стоит. Ай, ай. Только гляньте, какая красота, какая вилла. Она на букинге имеет 9,3. Короче, суть в том, что тут 2 бассейна. Обалдеть, бесплатная парковка. Посмотрите, как офигенно. Мы одни, велики, хуелики. Короче, офигеть. Вы только гляньте, насколько это круто. И это самая дешевая вилла, которая вообще, была в этом городе, Чефалу. Это то же самое, что это как дача, да? Ребята, а вот это второй бассейн. И специально для вас сейчас я его протестирую. Блин, настолько круто, что не хочется даже отсюда никуда выходить, честно. И даже вода вот эта соленая. Но если тут оставаться, это то же самое, как будто ты просто на даче где-то в деревне. Поэтому сейчас мы пойдем на море. Но еще минутку. Обалдеть. Вот так вот, короче, идешь, да, и вот то же самое, что у нас на даче. Частные дома, частные территории. Только все, конечно, сделано, ну, по высшему уровню, естественно. И, блин, рядом море и горы. Вот чем оно отличается. Ребята, вы гляньте, как круто. Там скала, на которой можно подняться, и там центр исторического города. А тут офигенный пляж. Очень много русскоговорящих наших соотечественников. Поэтому такое чувство, что ты приехал реально куда-нибудь в Анапу. Вот, но только с итальянским акцентом. Hello. Hello, how are you? You sprechen in Italiano? Братан, иди сюда, давай познакомимся. Братишка, как давно не видел? Сколько лет, сколько зим? Да ладно. Давай выпьем, посидим, пообщаемся о нашем, о петушином. Давай, братишки. Друзья, что вы делаете, петушары? Ты что ты там делаешь? Ребята, если вы хотели знать, как выглядело кино, либо вход в кино в 1909 году, именно так. Ты идешь по такой узкой улочке и заходишь посмотреть бриллиантовую руку. Только появилось немое кино, 110 лет. Ну, не повезло особенно соседям на втором этаже. Эти европейцы просто помешаны на раздельном сборе мусора. И вот ты думай сейчас и гадай, куда же выкинуть косточку от абрикоса? Короче, еще одна особенность итальянцев, кстати, мы сейчас в городе Чефалу, это в том, что ты ночью или днем даже, неважно, ты еды нормальной не найдешь,
но ты всегда сможешь найти мороженое. Они, короче, почему-то просто повернуты на мороженое. Это просто пиздец. Это наркотик для них. Посмотрите, все в мороженое, блядь. И нормальной еды нету. Притом это не только ночью, блядь, это всегда так. Притом суть всех итальянских городов это то, что ты будешь идти и где-нибудь ты встретишь вот костел. Посмотрите, вот по-любому ты встретишь везде, какой бы засранный, извините, задрыпанный город не был, там постоянно по-любому будет какой-нибудь старый костел. Плюс еще, посмотрите, тут вот эта скала, на нее можно забираться 25 минут, и там открывается офигенный вид на весь город. В общем, каждый город на Сицилии это просто песня. Я вам всем рекомендую. И большое количество котиков. Вот, видите, вулкан Этна открылся нам. Вот, сейчас он особенно прекрасен. Ну вот его не видно все равно, то есть постоянно какие-то там облака, и когда туда забираешься, очень переменчивая погода постоянно. То дождь, то снег, то светло, то вообще. Что я вам говорил по поводу скорости. Вот почти 150, и нас уже все объезжают. Ну кроме нас, вот этих двоих улиток, посмотрите, все там уже уехали от нас. Это просто пиздец. Офигенные виды, офигенное земледелие, колхозные движения, и мы едем на самой колхозной тачке в мире. Ну что, друзья, мы сейчас находимся в последнем городе, который мы хотели бы посетить в Италии. Это Сиракузы. И сегодня мы уже улетаем в Милан, откуда мы уже вылетаем домой через Вильнюс. И вот мы сейчас поставили эту машину за 2 евро в час на центральной парковке в этом городе. Но путешествовать по Сицилии лучше всего, конечно, на автомобиле. Я не сказал бы, что тут самые красивые дороги, но все-таки местами они очень сильно завораживают. Кстати, очень хорошего качества. Какая же все-таки жара. Но этот город очень приятный. Он больше всего смахивает на Монако. Я вам хочу сказать, что тут обязательно стоит побывать, потому что ну вот днем, конечно, тут одни туристы, местные жители не выходят, они в основном вечером, и все кафе в основном закрыты. Но выглядит это действительно круто. Вот море вместе со стариной, с этими яхтами, с прекрасными ресторанами, с лепниной. Вообще супер. Ну что, ребята, это лишнее подтверждение того, что Палермо, именно столица Сицилии, она просто сосет по сравнению с обычными провинциальными городами. Потому что в Палермо просто делать нечего в отношении вот этих вот городов. Это очень круто, поэтому нужно ездить по Сицилии, смотреть, потому что каждый город это произведение искусства. Вы посмотрите только, как тут классно.
пресноводной водой. Посмотрите, там какие большие рыбы плавают. Посмотрите, какие там куропатки разместились и отдыхают птички. Тут ходят котики и вылавливают лапкой эту рыбу. А это большой тмин. Смотрите, это большой тмин или укроп. Я не знаю, что это такое. Тут реально красиво. В общем, ребята, мы выехали из острова Сицилии в Милан, да, через этот город транзитный, который является и законодателем моды, и такой пересадкой своеобразной проходят все путники, которые стремятся посмотреть Италию. Хочу только сказать, что, конечно же, за эти 2 недели я, честно говоря, подустал от всех путешествий, мне просто хотелось домой, честно. Да, и я еще покажу вам много чего, того, что мы напоследок не успели показать, но мы попали и на такси за 120 евро, плюс еще много нюансов с жильем, которые мы еле-еле там сняли и так далее и тому подобное. В общем, чтобы вас не погружать в эти все маленькие, может быть, малозначительные нюансы, просто наслаждайтесь последним видом из Милана. Кто хочет знать, вот так выглядят подъезды в миланской обычной типовой. Тут сидит сторож, а тут для инвалидов такая штука. Обычная панелька, сделанная в советском Made in USSR. Вот. И приват-паркинг тоже. Мы походили по Милану, по центральному ЖД вокзалу. И тут стоимость одной сутки маленькой машины, то есть от 100 евро. Представляете, это просто бессмысленно. Притом с ценой парковки оставлять ее на ночь, брать ее бессмысленно. Мы хотели съездить на озеро Кома, посмотреть, как живет Владимир Соловьев и другие пропаганды. Но остается всего лишь навсего одни сутки. Мы все-таки решили не париться и взять туристический автобус и поехать нормально, посмотреть город с информацией. Конечно, с машиной были бы большие проблемы, я это сейчас понимаю, блядь. Если бы она стоила 20 евро, проблем бы не было. Даже если бы она стоила 70 евро, блядь. Но с учетом того, что надо будет ее оставлять за 25 евро на парковке, это просто бессмысленно на ночь, блядь. Ночью мы притом никуда не уедем, в аэропорт мы на ней не поедем. Вечером, посмотрите, там они активно занимаются групповой йогой, в общем, групповушка. И тут, знаете, вот запах такой обалденный. Даже не скажешь, что это, ну, как бы город большой, многомиллионный. Дышится вообще очень свободно. Прекрасная погода и отличное настроение. Короче, мое ощущение от Милана очень двоякое. На самом-то деле, ты вот едешь, и есть какое-то предвкушение, что вот-вот-вот тебя что-то сейчас поразит, просто тебя разорвет, блядь. И этого не происходит, понимаете? Вот в чем суть. У итальянцев все очень просто. У них, если вы где-нибудь были в Венгрии, если вы были в Санкт-Петербурге, если вы были в Будапеште, если вы были в Вене, в Праге, то есть тут нет такого что-то разрывающего, честно. Но тут все очень все детализировано, очень много за что цепляется глаз. Но такого вау, этот город вас не вызовет, если честно. Ребята, этот город расцветает именно ночью. Тут выдвигаются все эти модные вурдалаки. И самое главное, что тут есть что смотреть, тут куча туристов, тут очень тепло, тут очень добрые люди. И сюда стоит приехать обязательно, это я вам рекомендую.
Ой, друг мой, ну спасибо большое, что ты досмотрел этот выпуск до конца, потому что, честно говоря, я вот рад, что его заканчиваю. Я настолько устал, пока его делал, а он занял настолько много времени, это просто жесть. Но есть такое понятие, как устал от отдыха. Я не знаю, вам, наверное, это может быть и непонятно, но ты понимаешь, что ты уже настолько устал, что ты не можешь ходить, но это последний день в этом городе, и ты должен ходить, должен продолжать ходить. Ой, бля, ну это так напряжно, дичь, просто уже хочется спать, уже ты, блядь, голодный и злой просто. Все, хватит уже гулять по этому Миланскому Арбату, пойдем домой. Знаете, этот выпуск, я понимал, что он будет никому не интересен, кроме меня. Это, знаете, как будто какой-то дневник такой, как будто обрывки памяти, которые я захотел сделать из него фильм, потому что я настолько много информации поснимал, я большую часть не показал, просто потому что это личное, и спасибо, что ты был настолько, внимателен к моей незначимой персоне на территории Ютуба. Мне почему-то кажется, что я даже не подсчитывал, со всеми нюансами, со всеми попадаловыми. На это у меня ушло порядка 1700 евро. Представьте, 1700 евро на путешествие, по сути, моей мечты. Да, было много напрягов, но, конечно, вот этот фильм будет мне напоминать о всем хорошем, то, что я увидел за время этой поездки. Путешествуйте, потому что оно того стоит.